Да, это не НММ. Да, автор не умеет красить миниатюры. Можете выключать это видео. Но когда здесь остались самые преданные фанаты или хейтеры, расскажу вам, как сделать вот такое вот НММ. Да, как я и сказал, это не совсем НММ, но я различаю НММ на разные виды, подгруппы, их можно вообще по-разному сделать НММ, и сегодня я вам расскажу, как я классифицирую понятия НММ, какие есть лично в моем представлении, может в вашем это как-то поиначе все выглядит. Как можно сделать на ММ, как можно не делать на ММ, можно красить обычными металликами, но сегодня конкретное видео про НММ, я не мог обойти эту тему стороной и расскажу вам сегодня, как крашу я. Я всего сделал, по-моему, 2 НММ за всю свою карьеру. Мне это как-то не приходилось, я вот особо вот такие прям супер какие-то работы не делаю, в основном это какие-то отряды, и они все одинаковые и красятся металликами как-то без запары, а сейчас решил сделать НММ, и в принципе получилось неплохо. Но опять же, для меня это НММ, для многих это не НММ, но об этом сегодня поговорим. Сначала предлагаю разобрать виды, потом расскажу, как я покрасил этот топорик и как вам покрасить точно такой же. Расскажу прям с примерами, с фотографиями, с объяснениями, с процессами. Поэтому начнем с понятия НММ. НММ что это? Non-Metallic Metal, то есть покраска металлических элементов на миниатюре без использования металликов. В нашем случае это топор, который покрасен через черный свет, высветление, такие синеватые, потом вообще голубой, потом вот самый-самый белый в конце. НММ можно покрасить из черного в белый, то есть через серый, с переходом в серый. Можно, кстати, через любой цвет, я думаю, сделать. И через красный, и через любой, через желтый, через любые цвета. Мне кажется, можно сделать интересный переход. И так называемый non-metallic metal, да, можно сделать, не знаю, там, кстати, золото есть, да, точно. Как раз таки через желтый, скорее всего, золотой и получается. Поэтому можно в золото покрасить, можно покрасить через черный в серый, в белый. Можно, как это делаю я, и как делал, получается, из черного в темно-синий, потом вот в такой вот синий, потом вот в такой голубой, и потом в белый на самых-самых таких вот краях детали. Как-то так. Еще на уме я различаю на вообще, как можно покрасить? Можно покрасить металликом. Металлики у меня тут есть, поэтому металликом. Металлическая краска, красишь ей просто меч, топор, любой металлический элемент и все. Можно сделать вот чуть подзапареннее, но это не самый запарный вариант. Чуть посложнее, но проще, чем реалистичный НММ. И самая верхушка, это, конечно, супер реалистик НММ. Фотографию, думаю, прикреплю сейчас где-нибудь вот здесь вот. Это не я красил, мне это подсказали, мне это скинул Юрий в Инстаграме. Спасибо ему большое, не знаю, будет смотреть это видео или нет. Спасибо за пример, и выглядит очень красиво, хоть это не даже еще не на миниатюре, это просто сделано, просто нарисовано в приложении. Поэтому вот это реалистик НММ был, и это, конечно, самый-самый верх. Но если б я сделал, конечно, я могу сейчас сесть и дорисовать реалистик. Думаю, в принципе, я способен на это. Но дело в том, что, видите, здесь еще есть броня. И на броне уже будет проблематично это нарисовать, потому что здесь такие шаровидные формы везде. Тут без стыков, здесь просто такие, ну, в общем, закругленные элементы. И на них будет очень сложно рисовать реалистичные НМ. И это все сейчас у меня растянется еще на несколько месяцев. Эту миниатюру я и так крашу достаточно неспешно, потому что крашу своему приятелю заказик. И он сказал сделать с душой, не торопясь, поэтому не спешу и крашу вот так вот, как идет. В принципе, результатом я доволен. Делать что-то еще более сложное не намерен пока что, потому что здесь еще миниатюра еще даже не закончена. Здесь еще миниатюру надо закончить броню, закончить топор, закончить все. Поэтому миниатюра еще красится будет. А реалистик НММ сейчас отнимет очень много времени. Поэтому я считаю, в принципе, такой результат уже неплохо. Поэтому остановлюсь, думаю, на этом.
или со временем дорисую. Ну, пока надо всю миниатюру закончить, а там уже посмотрим. В любом случае, сегодня я вам расскажу о таком средненьком эффекте НМ, нереалистичный, но в то же время выглядит достаточно солидно, не стыдно, и я лично результатом доволен. Расскажу, как я красил вот эту вот сторону топора сегодня далее. Итак, первое, с чего нам нужно начать в процессе росписи, в принципе, любого оружия. У меня, как вы можете видеть по подставке, был использован серый грунт, поэтому первое, что я сделал, это покрасил миниатюру, то есть сделал основу. Если мы не красим металликами, то есть металликами ты просто красишь металликом и все. Здесь чуть сложнее, здесь у нас подложка такая темная. Поэтому первое, что я сделал, это покрасил миниатюру, покрасил топор в темно-черный цвет. Я смешивал, получается, черный и сейчас скажу какой. Так, черный и такой вот темно, вот он, нашел. Вот этот вот цвет плюс черный, и получается больше вот этого цвета и чуть-чуть черного, и получается вот такой вот цвет, достаточно классный, такая подложка и начало для нашего топора, в принципе, хорошее, поэтому красим в черный, темно-синий, но темно-синий он как бы более глубокий оттенок, поэтому лучше красить в темно-синий, так будет красивее. Следующее, что я красил, это задняя часть топора. Вот здесь, я думаю, здесь буду прикреплять фотографии. Задняя часть топора и верхняя часть. Вот так вот и вот так вот. Эту часть, короче, покрасил. В первую очередь красил я, ребят, здесь на самом деле как-то сложно объяснить, здесь надо набраться опыта. Получается, я брал, сначала красил вот этим вот цветом, это у нас Азал Пастель. Короче, пастельный синий, такой вот голубоватый оттенок, как вы можете видеть. Красил им, хорошо разводил его с водой, и это я сначала от грани, в общем, красил от грани в сторону центра, то есть от всех граней в сторону центра красил. По грани веду вот эти вот, то есть таким вот разведенным вот этим вот, потом смешивал вот этот плюс вот этот. Потом, ну, то есть и так все ближе и ближе к центру, слоями. Достаточно разбавленной краской это все делаешь, и границы размываются. Для даже еще большего эффекта можно добавить ламию медиум, видео они уже есть на канале, можешь посмотреть. Можешь добавить ее, чтобы делать более ровные переходы, либо просто мешать краску с водой и делать переходы красивые. Вот этот. Потом эти два смешиваю и заглаживаю, смешиваю на топоре их, чтобы не было видно стыка двух оттенков, то есть размываются границы. Вот этот вот. Потом я смешивал вот этот вот и начинал добавлять синий, то есть, синий, темно-темно-синий, ну, то есть такой черно-синий, который у нас сам цвет топора, ну, то есть чтобы разбыть окончательно границу, чтобы все было однотонное по цвету топора и не выделялось особо. Потом следующий этап. И так я, в принципе, делал на всех гранях. То есть сначала я покрасил верх топора, потом я сделал, получается, так, задник плюс... Нет, я начал, наверное, с задника плюс низ, потом я сделал верх, потом я сделал верх, я так вот шел, то есть, получается, задник, низ, вот так вот, и потом сделал вверх. И в самую последнюю очередь я делал, вот здесь будут фотографии, думаю, так, и в самую последнюю очередь я делал свет то есть, как это называется, короче, вот этого окончания топора, да, от самого наконечника, да, в сторону центра, в общем, вот в ту сторону. В самую последнюю очередь я делал вот эту вот часть, которая за линией находится, то есть в пределах вот этой линии, вот эту вот часть, вот эту вот, короче, ну вот самую конечную. Я делал самую последнюю очередь, ну, то есть размывал границы от нее. Это вот был самый последний элемент, который я делал именно темное, то есть такой синий, голубовато-синий цвет. Дальше у нас идут грани, я взял кисть, чтобы вам показать, получается, вот эта вот грань, так, как вам
сказать, вот эта вот грань, ну, в принципе, все грани, что есть на миниатюре, вот так по контуру, которые идут, их я красил так вот. Получается, сначала синий, потом голубой, и потом белый окончательно на всех гранях. Белый, чтобы был такой интересный блик, и создавался такой эффект, ну, такого чистого оружия. Но его еще надо будет загрязить, я этим займусь чуть попозже, пока только сделал НММ. То есть добавить ржавчину везде. Он такой вот эффект натертости, такой вот бликовости на оружии, таком вот зачищенном, чистом, таком блестящем оружии. Вот этот вот эффект создает, получается, все осветленные грани в белый цвет, поэтому из черного в белый, либо из темно-синего в белый выводить просто необходимо для нужного эффекта, металлического эффекта. То вот теперь чуть поближе показываю к свету, ко всему. Вот так вот, то есть размывается граница, то есть все, о чем я рассказывал. Тут надо пробовать, надо красить, потому что так по словам не особо понятно. Но если вы начнете и, в принципе, будете слушать, смотреть параллельно, то, думаю, вы поймете, о чем я. То есть, видите, граница размыта, и общий такой оттеночек сохраняется. То есть, от голубоватого, от именно вот этого вот пастельного, да, в сторону такого черного, темно-синего. И видите, видно все оттеночки, и видно и вот этот вот, видно и белые грани, видно и вот этот вот оттеночек присутствует, и вот этот вот, то есть сам общий оттенок топора такой темно-черно-синий. Вот, все видно, все красиво смотрится, я думаю, очень не стыдный эффект получился по итогу. Несложный, но и в то же время достаточно симпатичный. Кстати, для понимания, моя палитра. Вот общий цвет топора, это получается вот этот цвет, то есть голубоватый, пастельно-голубой. Синий, здесь я вот смешивал его с пастельным, голубоватым. Белый сам, вот здесь вот еще видно, вот здесь вот, то есть как смешивалось именно вот этот оттеночек и общий темно-синий топорский, то есть, ну, фон топора, то есть, ну, вот общий цвет его, вот здесь вот все смешивалось для размытия границ. Вот, в принципе, как-то так вот, если кратко. Если был полезен, ребят, ставьте лайки, пишите комментарии. Всем спасибо за просмотр. Если есть какие-то вопросы, пишите в комментариях, постараюсь на все ответить. Думаю, был полезен. Помог вам нарисовать примерно вот такой вот эффект. Не на ММ, повторюсь, но близко к этому. И очень не стыдно. И как для новичка, я думаю, очень-очень хорошо. Потому что я сам в этом плане скорее тоже новичок, потому что это мое второе ММ. Все, ребят, всем спасибо, всем пока-пока.